Что такое Антарктида? Огромный континент, покрытый льдом? Да, но не все так просто. В этом посте мы собрали 10 по-настоящему интересных фактов о самом холодном месте на Земле, которые мало кто знает. В Антарктиде есть горный массив, по размерам сопоставимый с Альпами. Эти горы называются горы Гамбурцева по фамилии советского геофизика и академика Георгия Гамбурцева, чья экспедиция в 1958 году и открыла их существование. Длина горного массива составляет 1300 километров, ширина от 200 до 500 километров. Наивысшая точка 3390 метров. Ну а теперь самое интересное, вся эта громадина покоится под огромной толщей льда. В среднем толщина ледового покрова над горами составляет 600 метров, но попадаются участки, где толща льда более 4 километров. В подледных озерах Антарктиды, возможно, существует жизнь, которая миллионы лет эволюционировала совершенно отдельно от всей Земли. Всего в Антарктиде обнаружено более 140 подледниковых озер. Но самым известным из них является озеро Восток, расположенное вблизи советской, а позднее российской антарктической станции «Восток», которая и дала озеру свое название. Над озером находится 4-километровая толща льда, но само оно, благодаря располагающимся под ним подземным геотермальным источникам, не замерзает. Температура воды в глубине озера находится на уровне 10 градусов. Именно эта толща льда, по предположениям ученых, могла послужить естественным изолятором, сохранившим уникальные живые организмы, которые все эти миллионы лет развивались и эволюционировали совершенно обособленно. В Антарктиде отсутствуют временные зоны. Антарктида является единственным континентом на планете, который не разделен на часовые поясы и временные зоны. Какого-то определенного собственного времени в Антарктиде тоже нет. Все живущие там ученые и члены экспедиции ориентируются либо на время своей родной страны, либо на время сотрудников, которые доставляют им припасы. Антарктида содержит 70% от запасов всей пресной воды на планете, но при этом является самым сухим местом на Земле. Парадоксально, но именно так. Хотя, если разобраться, ничего странного здесь нет. Запасы пресной воды — это, конечно же, лед. Ну а с осадками здесь дело обстоит действительно скверно, всего 18 мм в год. Даже в пустыне Сахара за год выпадает 76 мм осадков. В Антарктиде находится море с самой чистой водой на свете. Это море Уэддела, и оно по праву считается самым прозрачным в мире. Впрочем, здесь тоже нет ничего удивительного, ведь в Антарктиде его попросту некому загрязнять. Вода в море Уэддела настолько чиста, что в ней можно рассмотреть объекты, находящиеся на глубине до 79 метров. Это почти соответствует прозрачности дистиллированной воды. Антарктические айсберги могут быть размером с целый город. И это еще мягко сказано. Только представьте, самый большой айсберг, отколовшийся здесь, естественно, из тех, что удалось зарегистрировать, имел 295 километров в длину и 37 в ширину. Еще раз, 295 километров. У Антарктиды есть свое доменное имя и телефонный код. Несмотря на то, что в Антарктиде нет постоянного населения, этот континент имеет и собственное доменное имя. АК и уникальный телефонный код 672. А еще у Антарктиды есть своя, хоть и неофициальная, валюта — антарктический доллар. Вопреки расхожему заблуждению, далеко не вся территория Антарктиды покрыта льдом. Для многих Антарктида представляется бескрайней ледяной пустыней, где нет ничего кроме снега и льда. И по большей части это, конечно, так. Но в Антарктиде есть и достаточно обширные бесснежные долины и даже песчаные дюны. Впрочем, не стоит обольщаться, снега там нет не потому, что в этих областях теплее, чем в других, наоборот, условия там еще суровее. В сухих долинах Мак-Мёрдо дуют ужасные катабатические ветра со скоростью до 320 км в час. Именно они вызывают испарение влаги, и поэтому здесь нет ни снега, ни льда. Условия жизни здесь настолько приближены к марсианским, что НАСА даже проводила в долинах Мак-Мёрдо испытания спускаемых космических аппаратов «Викинг». В Антарктиде есть несколько действующих вулканов. Вообще Антарктида является весьма спокойным местом с точки зрения сейсмической активности. Хотя, здесь тоже есть свои вулканы, и не только спящие, но и вполне активные. По крайней мере, два из них извергались в течение последних 200 лет. А самый известный вулкан Антарктиды, который по совместительству является и самым активным, носит название Эребус. Его еще часто называют вулкан, сторожащий путь к Южному полюсу. В Антарктиде находится крупнейший из известных астероидных кратеров. Этот кратер располагается в районе Земли Улкиса и имеет диаметр воронки около 482 километров. По мнению ученых, он образовался примерно 250 миллионов лет назад в пермско-триасовый период в результате падения на Землю астероида размером не менее 48 километров в поперечнике. Пыль, поднятая при падении и взрыве астероида, привела к многовековому похолоданию и, по одной из гипотез, гибели большей части флоры и фауны той эпохи. Спасибо за просмотр.
Подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. А также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете насчет этой истории.